Всем привет, вы на канале СПБ Юг, с вами Николай. Хочу рассказать про такой нюанс. Кто будет покупать силикон в баллоне, да? Ну, баллон, тут ведро 5 килограмм. Получается, по факту, если вы будете не сразу все замешивать, у вас на стенках останется силикон. То есть, там получается, в моем случае останется где-то минус 400 грамм. Сейчас я вам покажу, почему это так получается. Потому что я заливаю не сразу все, да, а частями. И на баночках остается силикон. И чтобы он до конца вытек, да, полностью, на это уйдет где-то час или полтора. Но если мы будем ждать час-полтора, то у нас олово схватывается с силиконом при заливке в саму форму, и мы просто не успеваем сделать ручки там или еще что-то. То есть все равно будет потеря. Вот смотрите, такой баллон, да, 5 килограмм ведро. Такой вот. Я переливал себе нужное в такие вот баллоны. Смотрите, сколько остается. Чтобы все вытекло, да. Смотрите. Это нужно прождать где-то час, а то и два, наверное, да. Вот это все потери, вот получается. Раз потеря. Здесь вот тоже, смотрите, видите, много очень остается. Вот столько остается. То есть я заливаю в 3 захода, потому что формы разные. Вот я сейчас делаю заказ, большой заказ Сергея в Алматы, или в Алмату, в Алматы, наверное, или в Алмату. Алмата! Сергей, привет, если смотришь. Вот такие потери остаются. Если все это взвесить, да, так, здесь мне что-то не вытащить. В общем, он легко отходит. Сам факт, вот смотрите, я залил, ну, как бы по банкам, да, по 4 килограмма. Вот, 4 это вот остатки. Вот остатки. Это получается полных 4 у меня было. Сейчас на весы взвесим. Ну, я где-то по 100 грамм вот здесь получается потеря. 100 грамм, 100 грамм. И здесь 100 грамм. 400 грамм. И плюс я еще вот этот баллон залил. У меня еще будет потеря 100 грамм. То есть ведро, вот этот баллон весит 60 грамм. Здесь получается 620. Ну, минус еще 160. Ну, где-то полкило. Минус полкилограмма получится. Так что, если покупаете ведро и не сразу заливаете, то получается у вас минус полкилограмма силикона сразу же. Рассчитывайте. Если кто-то что-то будет заливать на 5 килограмм и не сразу. Ну, а так вперед забегу. Вот по моему опыту прошлому я переделал всю опалубку. Сделал я сейчас из брусков. Все посадил на клей. Вот эти 2 части у меня отмечены фломастером. Это у меня не приклеено. Чтобы я здесь снял и зацепился полиуретаном, буду заливать. В общем, такая у меня вот здесь не кухня, а ремонтная какая-то мастерская уже получается. Делаю большой заказ. Вот это вот силикон 1,5 килограмма, штамп, календарь мая. Диаметр 35 сантиметров. Вот этот вот уже комплект тоже готов. Это получается сланец. С ручками. Вот он. Длина 53 сантиметра на 20. Ну а сейчас буду вот этот комплект, вот эти вот 3 формы, да, уже все переделал. Буду заливать полиуретаном. Вот у меня здесь все подготовлено. Ведра, чтобы взвешивать. Тут компонент А, Б буду смешивать в разные ведра. Сначала на весах, потом в одно, потом взвешивать. Специально взял 2 венчика. Сейчас компонент А
буду сбивать, потом компонент B буду сбивать разными венчиками. Почему? Потому что, чтобы реакция не пошла, там ничего как бы не затвердело. Ручки в этот раз будут синие. Вот здесь ковролин прорезиненный, еще раз. Все прошито капроновыми нитками. Вот эти два маленькие, это будет две заглушечки сюда. Ну, допустим, Сергей будет там делать, да? Остаток вот этот я уже распилил, там все подготовил. Вот такие тоже два будет. Один специально оранжевый сделал, другой синий, чтобы отличались. И буду здесь заливать две большие формы. Специальный краситель для полиуретана будет красный. Один будет красный, большой, второй будет зеленый. И третий я смешаю зеленый и красный. И какой на выходе цвет получится, будет вот этот маленький. В этот раз я уже просто 2 раза промазываю вазелиновым маслом. В аптеке продается оно в жидком состоянии. Потому что прошлый мой опыт очень печальный был. Тот комплект я, кстати, продал, который делал полностью зеленый. Продал его в город Сочи, в Адлерский район. Ну, там, в принципе, Станислав как бы рядом был тоже. Я, в общем, 2 комплекта уже уехало вот таких больших в Сочи. Так что вот это вот 3-й комплект будет. И таких комплектов больше ни у кого нету. Этот комплект поедет в Алмату. В Алмату, короче, к Сереге. Вот, что еще хотел сказать. Хотел бы, как бы, ну, такую, как бы, мини-загадку. Кто, сколько думает, сколько я заработаю вот с этого всего. Вот один комплект, второй. И вот этот большой 3-й. Это все отправляется в Алмату. Это один заказ для Сергея. В общем, делайте ставки. Да я шучу. Нет, просто я тоже как бы, ну, хочу вас заинтересовать. Может, какая-то интрига, может, кому-то будет интересно, сколько я вообще зарабатываю, да, сколько я накручиваю с этого, какой у меня выхлоп идет, сколько времени уходит на это все. Есть ли вообще смысл заниматься этим или просто сделать себе штампы и идти работать? Ну, то есть подрабатывать, искать клиентов, также через соцсети. Ну, в принципе, как бы вот человеку я делал, да, 50 на 40 сланец. Я ему продал по себестоимости, как бы. Я уже делал видео, да, он цоколь, он этим и начал заниматься. В общем, у него там свои клиенты, он подзаработал уже денег. Заработал там, ну, больше 20-ки точно. Хотя штамп за 5 взял. Вот такие дела, в общем, как бы, если вам интересно, сколько чего по материалу уходит во всех тонкостях, сколько я накидываю, сколько я зарабатываю, если интересно, ставьте лайк, пишите, сколько примерно, как вы думаете, я заработал с этого всего. Ну, еще, правда, не доделал, но заработаю. И я тогда сниму ролик подробно, все опишу, расскажу, сколько что стоит и вообще есть ли смысл этим заниматься, потому что конкурентов много, все продают штампы, но вот этот штамп, он эксклюзивный. Такой штамп, вот который большой вот этот, его никто еще как бы не делает. Я не видел, по крайней мере. Вот. Ну все, до встречи, увидимся. В новых роликах. Всем пока. С вами был Николай или просто... Колян.